Всем привет, с вами Эд. В сегодняшнем видео я вам покажу супер преображение самой обычной салфетки по схеме из интернета в супер красивый рельефный шедевр. Итак, по параметрам у меня эта салфетка получилась 43 сантиметра в диаметре. Вязал я ее крючком 1,75 миллиметра. Использовал пряжу я вот такую, называется Ани от фирмы Циркула. Это бразильская марка, сразу вам скажу, я живу в Бразилии, в России вы такую пряжу не найдете. Но можете найти что-то похожее. В этом мотке 500 метров. И весит он 147,5 грамм. К ней также рекомендован крючок 1,75. Это стопроцентно мерсеризованный хлопок. Как-то в своем инстаграм я проводил опрос среди мастеров, кто использует какую пряжу. И большинство вяжет пряжей Vita Coco, Пехорка ажурная и Анна 16. Вы можете ссылаться на эти названия и приобретать такую пряжу, если вдруг вы не знаете. Вот от этого мотка, от 500 метров, у меня остался вот такой кусочек. От 147,5 грамм. Я думаю, ушло на эту салфетку у меня грамм 95. В этой салфетке 34 ряда. Схему я прикреплю перед началом вязания. Вы можете поставить на паузу, посмотреть. Либо можете перейти в мой инстаграм. Я оставлю ссылку на свой инстаграм в описании под этим видео. Там также будет прикреплена к фотографии этой салфетки схема. Пожалуйста, вяжите. Можете вязать обычную плоскую салфетку по схеме оригинальную, либо можете оставаться со мной вязать по видео вот такую рельефную салфетку. Итак, для начала работы нам нужно набрать цепочку из 8 воздушных петель. Для этого я беру нить, кладу вот так ее на пальцы и придерживаю. Крючок вставляю и вот так прокручиваю. У меня образовалась петля, и в эту петлю я протягиваю нить, затягиваю и теперь провязываю 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаю с первой петлей в кольцо соединительным столбиком. Вот этот хвостик я буду сейчас в работу вот так прятать. В это кольцо нам нужно провязать 16 столбиков с одним накидом. Первый столбик я заменю 2 воздушными петлями подъема. 1, 2. Это первый столбик. И еще 15 столбиков с накидом в это кольцо. Если вы привыкли заменять столбик с одним накидом 3 воздушными петлями подъема, можете заменить 3. Накид на крючок и в кольцо провязываю столбик с одним накидом. Накид, столбик с одним накидом. И таким образом в это кольцо нужно провязать 16 столбиков с одним накидом. Вместе с воздушными петлями подъема. То есть воздушные петли подъема 1 столбик и еще 15 столбиков. Провязываем так самостоятельно всего 16. Итак, я провязал первый ряд до конца, выполнил 16 столбиков с одним накидом, включая воздушные петли подъема. И теперь соединяемся, можете соединиться прям за сам столбик, не обязательно в воздушную петлю подъема. Так, приступаем к второму ряду. 1 воздушная петля подъема, накид, и вокруг этого первого столбика воздушных петель подъема мы выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Прям крючок вставляем вот так за сам столбик. И здесь уже провязываем как обычный столбик с одним накидом. Далее 1 воздушная петля, накид, и вокруг следующего столбика точно так же. Вставляем крючок за сам столбик и провязываем.
столбик с накидом. 1 воздушная вокруг следующего. То есть не в вершину столбика, а за сам столбик. Рельефный лицевой столбик с одним накидом. Воздушная, рельефный лицевой. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Вокруг каждого столбика рельефный лицевой столбик с одним накидом и воздушная петля между столбиками. Вот я провязал второй ряд до конца, выполнил последнюю воздушную петлю, и теперь в вершину первого самого столбика соединяемся соединительной петлей. Приступаем к третьему ряду. 1 воздушная петля подъема. Вокруг первого столбика также выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Далее сразу в следующую арку 1 воздушной петли выполняем столбик с одним накидом. Далее рельефный лицевой. Затем в арку столбик с одним накидом. Потом опять рельефный лицевой. Затем столбик с одним накидом. И так далее. Продолжаем вязать ряд до конца. Вокруг столбика рельефный лицевой и в арку столбик с одним накидом. Итак, вот я провязал третий ряд до конца. Может быть, вы почувствуете, обратите внимание, немножечко будет плотная такая, стягивать вязка начнет. Это потому, что мы не делали прибавок в этом ряду. Но сейчас в следующем ряду, в 4-м, мы будем делать прибавки, и все будет нормально, не переживайте. Итак, приступаем к 4-му ряду. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же первого столбика. Далее 1 воздушная петля, вяжем столбик с одним накидом обычный в следующий столбик с одним накидом. 1 воздушная, рельефно-лицевой вокруг рельефного. 1 воздушная, столбик с накидом в столбик с накидом. 1 воздушная, рельефно-лицевой. И так далее. Здесь тоже чередуем. Вокруг рельефного рельефный. В обычный столбик с накидом вяжем столбик с накидом. И между всеми столбиками по 1 воздушной петле. Таким образом вяжем ряд до конца. 5-й ряд. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика. 1 воздушная петля. В столбик с одним накидом, который у нас был, в него выполняем столбик без накида. Далее пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3 воздушные петли. И выполняем соединительную петлю вот в верхнюю петлю и вот 1 петля самого столбика. За вот эти 2 петельки выполняем соединительную. И столбик без накида выполняем сюда же, в этот же столбик. То есть в 1 столбик с одним накидом мы провязали 2 столбика без накида и пико из 3 воздушных петель. Далее 1 воздушная петля и опять рельефный лицевой. 1 воздушная, опять выполняем в столбик следующий с одним накидом, столбик без накида, затем 1, 2, 3 и соединяем в пико соединительной петлей. И столбик без накида сюда же. Опять 1 воздушная, рельефный лицевой. Все, вот такой у нас раппорт. Продолжаем так вязать ряд до конца. Вокруг рельефных рельефные. В столбик с одним накидом вяжем 2 столбика без накида и пико между этими столбиками из 3 воздушных петель. Итак, я провязал 5-й ряд до конца, выполнил последние 2 столбика без накида, пико между ними и 1 воздушная петля. Теперь с первым столбиком соединяюсь соединительной петлей. Приступаем к 6-му ряду. 1 воздушная петля подъема. Вокруг первого рельефного столбика выполняем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом и 1 воздушная петля между ними. 1 столбик я провязал, теперь 1 воздушная петля и сюда же вяжем 2 рельефный лицевой столбик с одним накидом. Теперь 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Пропускаем вот это наше пико
И вокруг следующего рельефного вяжем то же самое. 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом и 1 воздушная петля между столбиками этими. 3 воздушные. 1, 2, 3. Опять пропускаем пико, вокруг рельефного вяжем 2 рельефных и 1 воздушная петля между ними. Затем 3 воздушные. Все. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 7 ряд. 1 воздушная петля подъема, рельефно-лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика, 1 воздушная петля, рельефно-лицевой столбик с одним накидом вокруг следующего столбика, 1 воздушная петля. В арку вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и еще 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И у нас уже раппорт повторяется. Рельефно-лицевой столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, рельефно-лицевой столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом в арку, 1 воздушная, еще 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная и далее у нас рельефные. То есть мы вяжем здесь по столбику рельефному лицевому и 1 воздушная петля. В арке вяжем тоже 2 столбика, то есть у нас здесь 2 столбика, в арках тоже 2 столбика и везде у нас между столбиками 1 воздушная петля. Так продолжаем вязать ряд до конца. 8 ряд. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика, 1 воздушная петля, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг следующего, 1 воздушная, рельефный лицевой вокруг следующего. То есть в этом ряду мы вяжем вокруг каждого столбика 1 рельефный лицевой столбик с одним накидом. И между всеми столбиками у нас так же, как и в предыдущем ряду, остается по 1 воздушной петле. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, приступаем к 9 ряду. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же столбика, 2 воздушные петли, рельефно-лицевой вокруг следующего, 2 воздушные, рельефно-лицевой вокруг следующего. И так далее. Продолжаем вязать ряд до конца. Этот ряд у нас то же самое, что и предыдущий, только теперь 2 воздушные петли. Вокруг каждого столбика рельефно-лицевой и между столбиками 2 воздушные. Все, так вяжем до конца. 10 ряд. 10 ряд у нас будет точно такой же, как и 9, то есть предыдущий. 1 воздушная петля подъема, накид, рельефно-лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика, 2 воздушные петли, рельефно-лицевой столбик с одним накидом вокруг следующего, 2 воздушные, рельефно-лицевой, 2 воздушные, рельефно-лицевой. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 11 ряд. 1 воздушная петля подъема, рельефно-лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же первого столбика, 2 воздушные. В следующий столбик выполняем столбик без накида. Столбик обычный, не рельефный. Столбик без накида, пико из 3 воздушных петель, и столбик без накида сюда же, в этот же столбик. Затем 2 воздушные и рельефно-лицевой вокруг следующего столбика. Вот такой раппорт у нас в этом ряду. 2 воздушные. В следующий столбик выполняем столбик без накида. Пико из 3 воздушных петель.
И столбик без накида сюда же, в этот же столбик. 2 воздушные и рельефный лицевой вокруг следующего. 2 воздушные. Все таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть здесь похоже, как у нас было в этом ряду. Все таким образом вяжем. Рельефный, 2 петли, столбик, пико, столбик, 2 петли, рельефный. Если это видео вдохновило вас, было интересным и полезным, я буду очень рад увидеть, что же у вас получилось. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и скриншоты ваших работ буду показывать в конце своих видео.